И всем привет, с вами я Николай. Сегодня у нас будет обзор фильма «Буря столетий». Как вы помните, может быть, кто не помнит, я, в общем, читал данную книгу. Книга великолепная, написанная в виде сценария, потому что это мой первый опыт с книжкой данным. Не с данным автором, а в данном сценарии, потому что я до этого никогда не читал книжки в виде сценария. Также я посмотрел первую серию из двух именно фильма "Буря столетия". Фильм 90-х, грубо говоря, годов, ближе к 2000-м. По тому, как, были некоторые косяки, грубо говоря, вместо Легони там говорили нафиг мистер там Легожи или Леножи, типа такого. Но это, наверное, косяк самих переводчиков. Ну да ладно. Мистика такая же, как, в "Зеленой миле", грубо говоря. Так как там легион был, а легион — это, грубо говоря, дьявол был в обличии человека, тоже, в принципе, прикольно. А вот как снято, ну, снято нормально, мне понравилось. Но немного, конечно, как по мне, он затянутый фильм, потому что когда показывают одну сцену и показывают другую, они практически показывают весь путь, к примеру, как они от точки А до точки Б, к примеру, двигались. Могли бы, в принципе, это просто на монтаже обрезать. А так, как сейчас, к примеру, зима, в принципе, если вы любите мистику, ужастики, в принципе, можете посмотреть данный сериал на Лорд-фильме или типа такого. Этот онлайн-кинотеатр бесплатный есть. Так что вы можете там посмотреть, но только, как по мне, на один раз. Жалею ли я, что посмотрел данный фильм, будем так говорить? В принципе, нет, не жалею. Но книга, скажу вам, книга реально лучше, чем фильм. Ну, вот такой, в принципе, ребята, у меня обзорчик. Актеры, ну, нормально сыграли. Для тех времен, в принципе, актеры, да, великолепно играют. Потому что все-таки это не голливудский фильм, где одни спецэффекты. Да и тем более, сами поймите, 90-е года не так уж и сильно развитая была в то время американская индустрия фильмов или сериалов, чем сейчас. Сейчас-то больше и финансов и тому подобное. Ну, в принципе, посмотреть можно. Актеры, в принципе, если ценить от 1 до 5, то, в принципе, на четверочку они играют. Я бы, конечно, поставил бы пятерочку, но на пятерочку там актеры должны быть все нормальные. А для меня, как обычного, грубо говоря, зрителя, мне не понравилось тем, что актеры или, грубо говоря, стрёмные, ну, именно не симпатичные, какие-то страшные, это во-первых. А во-вторых, в большинстве случаев там аудитория, грубо говоря, за 60+. То есть в книге ты думаешь, что там 30, там 35 лет, да, по возрасту думаешь, а тут показывают бабушку какую-то лет 50, а то и 60. Конечно, впечатление, конечно же, не то, как в книге. Потому что в книге ты можешь пофантазировать и тому подобное, а вот в сериале такого уже, конечно же, не будет. Так что вот так вот. Надеюсь, вы тоже посмотрите данный сериал. Если вы его не смотрели, то можете, в принципе, посмотреть. Советую, по крайней мере, сравнить сериал и книгу. А там уже решать, конечно же, вам. После прочитанного как-то не очень-то, ребят, и хочется смотреть фильмы или сериалы. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и всем пока.